Здравствуйте, уважаемые зрители нашей трансляции. Мы рады вас приветствовать на очередном телемосте, в рамках которых мы говорим о текущей работе по развитию струнного транспорта в различных регионах мира, о том, какие проекты находятся сейчас в работе, какие задачи решаются конструкторами ЗАО «Струнные технологии», какие задачи решаются нашими маркетинговыми офисами. Это первый сюжет в 2024 году. Сегодня у нас на связи Дубай и Москва. Из Дубая с нами говорит Олег Маркович Зарецкий, исполнительный директор компании Юскавери. Из Москвы с нами на связи Арсен Виолинович Бабаян, исполнительный директор ООО «Струнные технологии» Юницкого. Давайте сегодня мы поговорим о том, какие успехи есть у компании уже в этом году, какие результаты достигнуты и как вообще выполняются те планы, которые мы намечали с вами в конце 2023 года. Я бы начал по традиции уже, Олег Маркович, наверное, с вас. Я знаю, что есть чем порадовать наших зрителей, есть чем поделиться. У нас, я хочу сказать, идет очень хорошая работа, конечно же, по Индии. Мы развиваем. У нас, как я говорил, подписан коммерческий проект. Мы фактически уже приступили к проектным работам. Это небольшой проект. Он имеет больше туристическое предназначение. Но, тем не менее, это, я считаю, большой прорыв, который мы сможем, построить быстро. Это не вызовет каких-то больших затруднений как в техническом, так и в коммерческом плане. Но в любом случае я знаю то, что федеральное правительство уже приняло решение профинансировать этот проект. И больше того, правительство штата уже получило определенную аллокацию фондов на этот проект. Поэтому будем считать, что это то, чего мы достигли за этот короткий период. Ну и плюс ко всему, конечно же, емкость рынка в Индии, это огромный рынок. Мы оцениваем его как минимум 1000 различных коммерческих проектов, которые могут быть построены. И однозначно мы не будем ждать окончания одного, чтобы начать следующий. Мы работаем с различными штатами, с городами, с частными компаниями, с компаниями-операторами аэропортов, с муниципалитетами различных городов. На самом деле проводится огромная работа, но не хотелось бы, не то чтобы сглазить, не хотелось бы об этом сейчас говорить. И, естественно, как только будет какое-то дальнейшее развитие, мы обязательно об этом расскажем и покажем. Ну, вы чуть-чуть, все-таки, Олег Маркович, мне кажется, скромничаете. Мы же говорим, я так понимаю, уже о втором рамочном соглашении на территории Индии. Первое было подписано в прошлом году, в этом году мы подписали второе. Да, это другой проект. Первый проект, который мы начали, это по работе в аэропорту, в одном из аэропортов. Но, к сожалению, там наша работа, она немножко была приостановлена из-за получения определенных согласований с силами безопасности, с Министерством обороны. Там есть нюансы. Соответственно, проект не прекращен, он просто приостановлен до получения этих дополнительных согласований. Тем не менее, мы не остановились, а начали другой проект. И как минимум 2 еще проекта, можно сказать, на взлете. Ну, это нормальный, насколько я понимаю, процесс, потому что все инфраструктурные проекты такие большие, тем более аэропорт, это стратегический объект. Здесь понятно, что необходимо пройти все круги ада. Говорится о том, что определенная часть участка, территории, она перейдет от силовых структур к аэропорту, и мы сможем сделать проект короче и легче с технической точки зрения. Поэтому там на первом проекте оно стоит подождать. Ну, давайте, может быть, чуть-чуть подробнее остановимся именно на самой специфике задач, которые мы решаем в рамках этого упомянутого первого проекта, над которым мы работали еще с прошлого года. Я бы все-таки говорил немножко о втором проекте, начал бы, потому что он наиболее. Это проект, скажем так, туристическая достопримечательность с огромным количеством людей, с огромным количеством туристов. В первую очередь мы знаем, что Индия сейчас развивает внутренний туризм. И, соответственно, для того, чтобы дать этому объекту больше привлекательности, больше движения, соответственно, делается эта линия,
для того, чтобы, скажем так, туристы могли посмотреть, осмотреть эту достопримечательность. Соответственно, она небольшая, она не больше 1 километра, но тем не менее, еще раз говорю, она очень привлекательна как с коммерческой точки зрения, и главное то, что это финансируется правительством. То есть там нет никаких ни концессий, нет никаких там совместных инвестиций, это все финансируется правительством, и причем финансирование уже было подтверждено. Касательно аэропорта, это тоже проект, который будет финансироваться правительством штата, но, еще раз говорю, я бы сейчас про него не так на нем бы заострялся, потому что он, к сожалению, пока что приостановлен до решения вот этих вот вопросов с землей, с аллокацией земли. Ну, я предлагал, на самом деле, поговорить не столько об этих конкретных проектах, сколько скорее о направлениях. Почему, вот, с вашей точки зрения, может быть, нашим зрителям интересно, я уверен, что интересно, почему связь городов с аэропортами мы рассматриваем на сегодняшний день как одно из перспективных направлений. И почему именно туристические объекты, то есть использование наших технологий на туристических объектах, на достопримечательностях, мы также видим в качестве одного из перспективных направлений. Я так понимаю, что мы с вами говорили об этом неоднократно. Здесь, прежде всего, вопросы тарифной политики играют, не так ли? Ну, конечно, конечно. Весь вопрос в том, что сейчас в основном все развивающиеся страны, на которых мы активно работаем, они, конечно, есть проблемы с бюджетом. Вот эта вот нестабильность финансовая и прочее, прочее, она заставляет правительство, муниципалитеты в основном выбирать структуру PPP, то есть Public-Private Partnership, это концессия. Соответственно, для концессионеров очень интересны в первую очередь те проекты, которые непосредственно будут коммерчески выгодны, которые непосредственно будут давать прибыль. А вот, допустим, проект городского метро, любое метро, конечно, в городе, оно дает огромное количество последующих преимуществ, то есть выгод, как там развитие окраин, как то возможность людям получить рабочее место в других районах города, как то рост цен на недвижимость. И поэтому многие города, да, я думаю, основное большинство городов, они привносят общественный транспорт, метро, несмотря на то, что приходится его датировать из месяца в месяц, из года в год. Потому что понятно, что для развития самого города это огромное преимущество. Но вот если говорить о концессиях, то для концессионера, для него важно в первую очередь это получение непосредственно прибыли от эксплуатации линий. И на самом деле таких линий, их не очень много можно придумать, особенно в развивающихся странах, где покупательская способность населения крайне низка. Ну, к сожалению, это так и есть. То есть люди не могут заплатить за билет $0,50 или там $1, а иногда где-то и меньше. Просто в силу того, что низкий уровень жизни, низкие зарплаты. Соответственно, перевозить людей за какие-то небольшие деньги, соответственно, государство должно датировать это и гарантировать объемы, и гарантировать цену билета. Бюджетные организации, как то правительство, муниципалитеты, они не идут. А вот концессионеру, конечно, для него важно, чтобы человек мог заплатить за билет сумму, которая бы позволила этот проект окупить, причем в скорейшем времени, там, в течение 5-7 лет. И вот таких проектов, их на самом деле очень немного, и на самом деле за них уже идет борьба среди поставщиков различных монорельсовых систем, трамваев, электричек. Ну и, соответственно, и мы там же тоже, я считаю, очень конкурентоспособны. Поэтому вот такой вопрос, как, допустим, соединение города и аэропорта, это очень выгодное дело. Почему? Ну, потому что в аэропорт едут люди, уже которые истратили деньги на билет. То есть это абсолютно другой сегмент пользователей общественным транспортом. Если они заплатили за билет $1000, они готовы, я уверен, заплатить там $10-15 за преимущество доехать без пробок и быть вовремя, выехать и быть уверенным, что ты приедешь вовремя, а не стоять в пробке. Ну, конечно, вот в Москве, допустим, цена билета на метро 60 рублей, а цена аэроэкспресса в аэропорт 500 рублей, то есть в 10 раз почти больше.
Да, это естественно. Плюс, допустим, для концессионера почему интересны такие проекты? Потому что достаточно просто определить пассажиропоток и сколько человек будет пользоваться. Потому что пассажирооборот аэропорта это не секретная информация, его все знают и достаточно просто предположить, скажем, что половина или треть всех пассажиров, которые прибывают в аэропорт, будут пользоваться таким транспортом. Мы просто смотрим Соответственно, количество затем, рейсов. Это все конечно, в открытом доступе. Ну да, это статистика, это статистические данные, пассажирооборот аэропортов. Соответственно, во-первых, выручку легко посчитать, во-вторых, легко посчитать прибыль, в-третьих, достаточно просто предположить прибыль от размещения рекламы. И на самом деле, конечно, вот поскольку сегмент, который пользуется таким транспортным средством, это все-таки сегмент выше, чем средний, то рекламодатели очень с охотой будут размещать там рекламу. Поэтому вот такие проекты, они очень интересны, и мы сейчас в первую очередь концентрируемся на них. Второе, это, конечно, опять же, туристические маршруты. Мы понимаем, что туристы готовы заплатить за билет за проезд, если это экономит их время, если это им дает безопасность передвижения. Они готовы заплатить за билеты 5 и 10 долларов. И, соответственно, и количество туристов тоже это абсолютно предсказуемое число, и которое легко можно экстраполировать, допустим, на технико-экономическое обоснование, на бизнес-план для того, чтобы привлечь инвесторов. Но надо понимать, что такие проекты, они известны всем, и там уже стоит достаточно большая очередь из различных поставщиков транспортных технологий. Другой вопрос, что, несомненно, технология струнного транспорта имеет преимущество большое, в первую очередь из-за низкой капитальной стоимости. То есть понятно, что когда мы говорим о сроке возврата инвестиций, это не только сбор там, с продажи билетов, это не только сбор с рекламы, это еще и компенсация капитальных затрат, ну, грубо говоря, амортизация. И если, допустим, тот, кто поставщик монорельсовых, там, огромных бетонных конструкций, там затраты в разы больше, чем наши капитальные затраты, конечно же, мы в этом плане, ну, я скажу, что как минимум мы конкурентоспособны. Поэтому это говоря о развивающихся странах. Ну и естественно мы в странах Ближнего Востока, опять я не буду называть, но понятно, наверное, в каких, мы сейчас тоже находим такие проекты и достаточно далеко продвинулись именно в плане получения концессии. И при том, что людей, которые или компании, которые готовы инвестировать в такие проекты, в значимые, которые доказательно имеют свой короткий срок возврата инвестиций, их предостаточно. То есть тут уже вопрос не в том, чтобы найти деньги на проект, тут вопрос в том, чтобы найти непосредственно такой проект и получить разрешение от правительства на использование земельных участков и прочее, прочее. Ну это, Евгений Олегович, вы понимаете, это очень сложный как бы юридический процесс, там разработка концессионного соглашения и прочее, прочее, это все необходимо пройти, но на самом деле мы это и проходим сейчас тоже. Ну, мы об этом подробно говорили в конце прошлого года, когда в целом обрисовывали структуру любой сделки по реализации струнного транспортного комплекса, где есть и земельные отношения, где есть и инвестирующие организации, кредитные организации, которые, может быть, даже не одна, а несколько, их между собой увязать нужно, где есть обязательно государственная сторона, где есть множество интересантов, в том числе там, вопросы сертификации и прочее, прочее. Я просто хочу сказать один пример, я не помню, говорил я в прошлый раз или нет, но, допустим, вот в Абу-Даби все-таки они приняли решение и начали строить трамвайные линии. Ну, по крайней мере, я это видел из прессы, это, я думаю, не секретная информация, я не берусь утверждать, какая компания будет поставщиком технологий этих скоростных трамваев внутри города. Я просто хочу сказать, что разговор об этом, то есть начался где-то 20 лет назад. То есть вот эти вот там
10-15 лет это тот срок, когда, скажем, представлена была технология, и вот шло все вот это согласование и прочее, 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 до момента принятия решения о начале. Это еще, кстати, по-моему, не начали еще строить, но я где-то в прессе видел, что вот такое вот было. Я считаю, что струнные технологии мы идем в этом размере, в этом примере мы идем очень быстро, потому что, еще раз говорю, мы уже фактически начали проекты, хотя достаточно молодая технология и недавно все было только на нулевом уровне. Вот. На самом деле, да, инфраструктурные проекты, они занимают огромное количество времени, потому что это и куча согласований, это и куча юридических вопросов, это и различные вопросы и с банками, и со всеми. И вопросы с безопасностью, вопросы с стандартами и прочее, прочее, прочее. Поэтому неудивительно, что где-то это затягивается, где-то идет быстрее. В любом случае дорогу осилит идущий, надо работать с этим. Я хотел сказать, что здесь еще есть вопрос рисков. Да? Любой инвестиционный проект, а все-таки наши инфраструктурные проекты на текущем этапе инвестиционные проекты, они действительно, как вы сказали, требуют оценки, объективной оценки доходности этого объекта. И в случае с аэропортами мы просто считаем количество рейсов, есть прогнозируемое количество рейсов. В случае с туристическими объектами тоже достаточно все просто, потому что есть статистика по посещаемости за год. И, как правило, мы говорим еще и о том, что как раз наши решения при реализации в рамках туристического комплекса, туристического объекта, они повышают еще привлекательность этого комплекса, и мы закладываем определенный коэффициент еще и роста посещаемости. Поэтому, конечно, убедить здесь инвестора, убедить здесь партнеров, убедить здесь собственников гораздо легче, потому что все оказываются заинтересованными. И цифры, с которыми мы работаем, цифры по пассажиропотоку, они верифицированы, что называется. Но это как бы мы, получается, здесь сейчас коснулись и текущих работ, действительно тех проектов, которые у нас находятся в активной фазе, и еще раз проговорили вот те направления, которые для нас на современном этапе являются наиболее желанными, наиболее перспективными в наиболее сжатые сроки. Арсен Виолинович, давайте теперь вы, наверное, расскажите о том, какие у вас успехи есть вот в 2024 уже году, в году високосном, в году во многом таком решительном для проекта и для компании. Сложно, конечно, добиться какого-то результата в течение 2-3 месяцев. Мы занимаемся индустриальным девелопментом, у которого есть ряд этапов. Есть этап подготовительный, и в индустриальном девелопменте он может занять и год, и полтора, и 2, и больше. Дальше есть инвестиционно-строительная фаза. Это вот то, собственно, когда мы начинаем рыть котлован, чего-то строить, и до ввода в эксплуатацию. Наконец, 3-я фаза, когда мы, собственно, ввели объект, должны выйти на проектные мощности, утрясти какие-то недочеты, довести, что называется, систему, настроить ее. И, в общем, дальше успешное функционирование, 25, 50, 100 лет и так далее. И все эти фазы, они очень продолжительные. Поэтому очень часто обоснование транспортно-инфраструктурных проектов идет за счет обоснования косвенных экономических эффектов. А это значит, что все эти системы, прежде всего, датируемые. Несмотря на то, что струнный транспорт, мы говорим даже не столько о конкурентоспособности, о том, что у нас есть конкурентные преимущества. В маркетинге есть такой термин. У нас есть огромное множество всякого рода конкурентных преимуществ, и тем не менее, скажем, и струнно-транспортные системы не могут быть часто привлекательными для коммерческих, скажем так, проектов. Там обязательно есть элемент датирования, то есть обязательно есть какая-то долгосрочность, и 5, и 7, и 10, и 15 лет сроки окупаемости. Поэтому обязательно участвуют бюджетные средства, помощь государства. А это значит, что высокая ответственность проверяющих, контролирующих органов, предварительные, что называется, подготовки, анализы, экспертизы, множество. Причем, как вы понимаете, везде сидят чиновники, которые, в общем, отвечают перед законом и, собственно, очень боятся ошибиться. Как и мы тоже, собственно, переживаем. Но в случае с государством все, как обычно, бывает гораздо строже, а значит и дольше. И, собственно говоря, проекты, их, скажем так,
подводка к строительной фазе, как я сказал, может занимать года 2. Конечно же, есть много и других сложностей при продвижении транспорта, транспортно-инфраструктурных задач, даже стандартных, а уж инновационных тем более. Ну вот, например, вот коллеги упоминали риски. Да? Ну, в основном вот они говорили о рисках, связанных с оценкой пассажиропотоков, эффективности. Да, пассажирские системы и вообще пассажирский транспорт, вот такие проекты, они устроены очень специфическим образом. Заказчиком этих историй, безусловно, являются власти. Соответственно, с чиновниками, с опасениями, с рисками, с согласованиями. А потребителями являются обычные граждане, ну, люди, которые, собственно говоря, едут на работу, с работы, туристы, которые катаются, так сказать, ну, какие-то там грузы везут и так далее. Вот. И в этом смысле прогноз пассажиропотока, он является вероятностным, оценочным. Вот. Поэтому твердых гарантий нету, поэтому со стороны финансовых институтов, безусловно, есть сомнения, они хотят получить, что называется, какие-то подтверждения экспертные. Вот. Ну а как вы понимаете, эксперты — это такая очень узкая прослойка людей, которая, собственно говоря, долго-долго училась, вот, и теперь она хочет монетизировать свои компетенции. Я к тому, что всякого рода экспертизы, мало того, что это ответственность, но это высокие компетенции, поэтому это очень достаточно недешевое удовольствие. Вот. И во всем мире, это не только, так сказать, там у нас или там у Олега Марковича, во всем мире такая история. И причем хочу заметить, что эти расходы необходимо нести до того, как, собственно, утверждено решение реализовывать тот или иной проект. То есть эти расходы могут быть бросовыми. То есть это подготовительный этап. Эти расходы призваны сформировать проект, сформировать его бизнес-сценарий, экономический сценарий, какие-то технологические вопросы, сформировать проект, который потом надо будет защищать перед властями, перед финансовыми институтами, перед инженерным сообществом, перед, скажем так, бюджетами. И, так сказать, это очень такая, скажем так, трудная, рукодельная история, и долгая, кстати, и дорогостоящая. Поэтому есть достаточно значительные затраты по средствам и значительные затраты по времени. Ну, это вот как раз, Вот, соответственно, просто вы как раз говорите о том, что у нас, вот, в частности, спрашивают следящие люди, партнеры, следящие за развитием технологий, о том, что компания, как известно, там, в прошлом году у нас был аудит, и мы показали, что мы вышли на самоокупаемость впервые с момента основания, да, и возникают вопросы, а куда тогда нужны еще средства, если мы, в принципе, уже зарабатываем и можем поддержать работу офиса. Ну вот как раз вот в эти во все в проекты. Потому что даже большие компании, они годами тратят деньги, прежде чем они начинают реализовывать проекты, выходят на стройку, начинают получать финансирование уже. Ведь так ли это? С моей стороны тоже это несомненно так, потому что это как уловка 22, то есть ты не будешь тратить деньги, ты не получишь проект, ты не получишь проект, вроде бы как тратить деньги. Однозначно, конечно, и главное, что это занимает время. Вот я даже привел просто такой пример. Я могу таких много примеров привести. Не хочу обижать определенные власти, да, тем не менее. Это минимум 10-12 лет постоянной работы и определенных вложений в раскрутку такого предложения. Ну, притом несколько лет вот компания, которая сейчас будет выступать с этими трамваями, у них был офис, они работали, да, тратили деньги огромные, собственно, ничего не получая, по сути. Да, я просто что хочу сказать, что вот проект, в котором мы с вами, собственно, все находимся, и инвесторы, значит, это проект создания новой технологии. Так вот, технология состоялась, а вот этап внедрения, вот, на мой взгляд, значит, вот эта задача, она была немножко недооценена, вот, она оказалась, вернее, является гораздо более сложной, чем, собственно говоря, представлялось ранее и чем даже думают наши инвесторы. Вот. Почему? Потому что вот риски, связанные, так сказать, с экономической эффективностью или окупаемостью тех или иных трасс, это, что называется, экономические инвестиционные риски. Но дело в том, что у инновационной технологии есть много и других рисков, которые мешают ей эффективно реализоваться. Ну, во-первых, нужно понимать о том, что транспортно-инфраструктурная технология — это, опять же, еще раз, стройка.
Стройка — это всегда серьезно. Вот, и всегда ответственно, и она зависит не от того, есть у вас деньги или нет, а что по этому поводу думают власти, что по этому поводу думают надзорные органы, экспертизы и так далее. То есть вы не свободны в принятии инвестиционного решения. Вы во многом зависите от многих инстанций, которые тоже должны сказать свое слово, да или нет. Вот. И здесь возникает много вопросов. Ну, во-первых, так как у нас с вами все-таки мощности испытательные, вот, и первые проекты нам вот-вот предстоит реализовать, вот преодоление этого барьера первого проекта, оно очень сложное. Вот, потому что чиновничий аппарат, он эти риски чувствует, и может быть даже больше, чем мы с вами, и очень переживает за свои решения. Мы с вами уверены в этих решениях, а они сомневаются и, собственно говоря, очень тяжело принимают эти решения. Вот, это первый вопрос. Во-вторых, любая инновационная технология, она состоялась как работающая система, но она пока многие вещи подтвердить не может, например, эксплуатационные. Вот. У нас, безусловно, есть опыт эксплуатации на полигонах, но, как вы понимаете, испытания в условиях полигона и испытания в условиях реальных обстоятельств — это две разные вещи, на что нам, собственно, наши потенциальные заказчики указывают. Вот, справедливо указывают. И пока мы не реализуем первый проект, конечно, и такой риск присутствует именно в сознании людей, принимающих решения, и поэтому тормозит их решения, от которых, опять же, зависят многие наши адресные проекты. И поэтому мы ведем работу с этими заказчиками, с этими согласующими инстанциями и, соответственно, пытаемся преодолеть этот риск. Ну, безусловно, его преодолеем. Вот. Но я объясняю, почему это происходит не так быстро, Арсений как Владимирович, хотелось. ну вы прям так, наверное, наших зрителей застращали, очень много о трудностях рассказали, хотя, в общем-то, я просил вас рассказать. Нет, я говорю о трудностях, не которые непреодолимы, а трудности, которые мы преодолеваем. Вот я со своей стороны в своих, собственно говоря, в адресных проектах, которые в реализации, я уверен, что и у Олега Марковича именно точно такие же сложности и задачи, которые он преодолевает. Ну, есть определенные страны, где, допустим, очень консервативно относятся к тому, что вот-вот система управления должна быть поставлена только известным поставщиком, и она должна быть уже опробована на многих проектах. Соответственно, мы можем на это пойти, мы ведем переговоры с производителями систем управления, ну, с мировыми именами, не буду называть. Вот. Соответственно, выстраивание вот такого консорциума, и в принципе от них тоже очень положительный отзыв. Люди готовы инкорпорировать, допустим, по желанию клиента определенные элементы системы управления в нашу технологию. Есть, допустим, вариант привлечения в консорциум и проектировщиков, то есть консультантов с мировым именем, и тоже мы находим достаточно положительный отклик. Ну, то есть как бы мы выстраиваемся под клиента и их требования пытаемся воплотить в жизнь для того, чтобы получить разрешение на строительство. Ну вот, Арсений Владимирович, все-таки вы так как-то ушли от ответа, да? Вы сказали, что вот есть ряд моментов, которые нужно решить. Это, во-первых, да, нужно найти того, кто заинтересован в реализации проекта. Мы это нашли. Мы с вами говорили еще там в минувшем году, широко распространена была информация о том, что, допустим, Ленинградская область, например, очень заинтересована в реализации наших проектов. В этом году мы там в конце прошлого года мы встречались в Архангельской области. То есть есть ряд объектов, есть ряд направлений. Про Казахстан мы еще поговорим. Ну, есть вопросы земли и есть вопрос, главный, денег. Да? И я знаю, что вот на этой почве у нас есть определенные успехи, и как раз они связаны с тем, что технология реализована, как вы сказали, и как раз они связаны с тем, что уже есть, собственно, определенные активы, да, которые выступают в том числе и гарантом. И мы, насколько мне известно, успешно получаем и комфортные письма от кредитных организаций, которые являются частью этой работы. И сейчас ведем вот переговоры с крупной банковской структурой. Может быть, вот здесь поподробнее расскажете. Я хочу сказать о том, какой спектр проектов находится в работе, вот, собственно говоря, на территории России и стран СНГ. Ну, во-первых, это работа в столицах России, это северная столица, собственно, на территории города и области есть ряд
так сказать, проектов, которые идут в ходе, там активное обсуждение идет их, вот, формирование бизнес-сценария. Вот. Такая же работа ведется, собственно говоря, в столице Москве и Московской области. Вот тоже есть ряд проектов и, так сказать, и по Москве, там Новая Москва и, соответственно, область. Вот. Также ведется работа в нашей сибирской столице, Новосибирской, городе и области. Вот. Есть целый ряд проектов вдоль реки Волга, вот, связанные с переходами через реку. По пассажирским системам мы также работаем со странами СНГ. Есть, скажем так, активный диалог в Киргизии, в Казахстане, вот, в Грузии и даже в Армении. Кавказ вообще благодатная тема, потому что там сложный рельеф и, соответственно, канатные истории, собственно говоря, из России и стран СНГ, собственно говоря, ушли. Вот, а наше решение, оно не только отечественное, импортозамещаемое, что называется, оно к тому же еще гораздо более эффективное. Не знаю, стоит ли как бы проводить сравнительный анализ здесь на сегодняшней нашей встрече канатных дорог со струнными. Вот. Но у нас есть реальные конкурентные преимущества, есть значительный, очень глобальный проект, который мы сейчас, вот, что называется, заявляем. Это связано с транспортно-инфраструктурным освоением арктических территорий России, богатых месторождениями, так сказать, работа в логике связывания, дублирования, так сказать, морского коридора, не морского, а северного морского, и защиты границ территории, создания, так сказать, в виде транспортной инфраструктуры демаркационных, скажем так, линий. И очень много преимуществ, и, собственно говоря, это способ освоения Арктики. Вот. И там, собственно, есть возможность с помощью струнного транспорта существенно расширить ресурсный потенциал целой страны. Вот. Потому что многие из давно разведанных месторождений сразу становятся транспортно доступными, извлекаемыми. Вот. И в этом есть колоссальный экономический смысл. Вот. Поэтому вот этими всеми вопросами мы достаточно активно, широко занимаемся. Более того, у нас, как у представительства, есть задачи, связанные с решением вопросов по локализации технологии и по сертификации ее. Поэтому есть, это не адресные проекты, но это тоже работа, которая, собственно говоря, ведется, и которая тоже является очень нужной и совсем непростой. Спасибо, Арсен Миуленович. Мне кажется, что важно здесь отметить, что вы обозначили действительно широкий фронт работ. И важно обозначить вот для наших зрителей, на мой взгляд, что эти работы ведутся как бы вне зоны непосредственной ответственности ЗАО «Струнные технологии», которые отвечают в первую очередь за технологическое сопровождение, за проектирование, за предпроектные работы. И этим, собственно, зарабатывает деньги уже сейчас, что говорит само за себя. И в минувшем году мы вышли на самоокупаемость. Вот в апреле мы планируем опубликовать уже аудиторское заключение по 2023 году. Но есть широкий фронт задач, связанные вот с реализацией вот тех проектов, о которых вы сказали, Арсен Миуленович, о которых Олег Маркович вы говорили. Есть маркетинг, который требует дополнительных расходов. Есть упаковка проектов, которые требуют дополнительных расходов. Есть также еще у нас еще высокоскоростное направление, которое, в общем-то, отдельно стоит особняком и которое на сегодняшний день еще все же не реализовано вполне. Ну, а оно одно из самых перспективных, поскольку здесь мы вообще говорим об альтернативе среднемагистральной там, авиации, например, в обозримой перспективе. Ну и, конечно, вот все эти расходы, они в ближайшее время, конечно, обернутся, безусловно, в доходы. То есть это как вложение, как инвестиции, с которых, собственно, вот те, кто поверил когда-то, кто пошел за проектом, они будут получать свои дивиденды. Но хотелось бы просто обозначить, что, конечно, речь не идет о том, что дивиденды будут выплачиваться из той прибыли, небольшой той прибыли, которая получают ЗАО «Струнные технологии» за выполнение проектных работ, чем сейчас занято. А дивиденды будут выплачиваться из продажи
лицензии на технологию и из тех роялти, которые, которые группа компаний будет получать за реализацию технологии. А здесь речь идет о больших достаточно деньгах, потому что размеры лицензионных платежей, они могут быть обозначены очень и очень такими внушительными суммами, поскольку потраченные средства, и те, которые уже, и те, которые сейчас, это все-таки создание такой большой и весомой интеллектуальной собственности, которая является главным активом и которая уже сейчас позволяет нам эффективно и выстраивать консорциумы с крупными мировыми производителями программного обеспечения, крупными мировыми строительными организациями, о чем, Олег Маркович, вы говорили, и работать весьма эффективно с банковскими системами, с кредитными организациями, о чем Арсен Виолинович не захотел говорить. Понятно, по каким причинам. Это потому, как довольно все тонкие такие материи. Но, тем не менее, видно, что нам уже в этом году, хотя прошло не так много времени, есть чем похвастаться. У нас есть новые успехи. Это и новое рамочное соглашение в Индии, и подтверждение определенной заинтересованности в реализации проектов на территории стран СНГ со стороны крупных финансирующих организаций, и рост количества проектов, и такое планомерное поступательное движение по ним с тем, чтобы уже в 2024 году, после того, как вышла на самоокупаемость компания ЗАО «Струнные технологии», вообще в целом в развитии группы компаний был сделан следующий существенный шаг, а именно начало той второй стадии реализации проекта, о которой, Арсен Леонидович, вы сказали, а это выход на непосредственно строительные площадки. А мы со своей стороны будем держать вас в курсе развития, в курсе тех процессов, которые у нас происходят. Я хотел бы поблагодарить моих коллег сегодня за столь подробный рассказ. И мы с вами прощаемся до следующего сюжета. На этом спасибо за внимание и до новых встреч. Спасибо. Спасибо, до свидания.